зовут RostoppGame, в эфире InFact. Творческий руководитель всех трех частей Dragon Age Майк Лейдлоу, нынче трудящийся в поте лица в независимой студии Yellow Brick Games, представил свою новую игру Eternal Strands. В мире игры произошла катастрофа, в результате которой погибли практически все ткачи, так называются местные волшебники. Главная героиня по имени Брин – одна из выживших ткачей. Вместе с соратниками она отправляется в опасное путешествие, чтобы сразиться с полчищами монстров. Главная особенность Eternal Strands — это гигантские противники, на которых можно вскарабкиваться во время битвы. Ну да, как в Shadow of the Colossus или Dragon's Dogma. Но в то же время нам обещают доселе невиданный, прям-таки революционный слой игрового процесса, выраженный в повышенной физической интерактивности. На любые поверхности можно взобраться, огонь распространяется, холод остужает, имеется разрушаемость в реальном времени. Благодаря Next Gen физике можно устроить пожар в лесу, поджечь шерсть на вражеском существе или дождаться подходящей погоды, которая тоже наделяет все вокруг соответствующими физическими свойствами. Eternal Strands должна выйти на ПК, Xbox Series и PlayStation 5 когда-то в 2025. Создатели кооперативного шутера Jumpship поставили перед собой задачу скрестить Sea of Thieves и Faster Than Light. Вы и еще трое ваших товарищей сможете совместно управлять кораблем, в данном случае космическим, совершать гиперпрыжки в различные секторы, сражаться с другими судами в космосе или бегать и стрелять на поверхности планет. У каждого члена экипажа будет своя роль. Один пилотирует, другой чинит обшивку, третий попукивает из пушек и так далее. При этом, пока один рулит кораблем от третьего лица, остальные могут ходить по кораблю, в том числе по внешней обшивке от первого. Все переходы между кораблем, космосом и поверхностью планеты оформлены бесшовно, без загрузок. Как и в Faster Than Light, нужно будет распределять мощности между системами корабля и строить маршрут на карте секторов. Все миссии созданы вручную. PvP в игре нет, только PvE. Jumpship должна стартовать в раннем доступе Steam и Xbox, но когда именно, не уточняется. Буквально на днях состоялся релиз Content Warning, смеси Little Company и Phasmophobia. Игра отправляет нас прогуляться по жутким локациям в поисках крипоты. Но не тупо чтобы бояться, а чтобы эту крипоту отснять и залить видосик на Страшнотюб. Чем популярнее ролики, тем больше денежек с рекламы, а заработанные средства тратятся на новое, более дорогое и эффективное оборудование, с помощью которого можно повысить качество съемки, ну и собственно дольше выживать. Играть можно в компании от 2 до 4 товарищей. Content Warning уже успела собрать кучу отзывов и заработать репутацию в 96% положительных оценок, а ее пиковый онлайн пробил 100 000 одновременных запусков. Конечно, не последнюю роль в этом сыграла бесплатная раздача в день релиза. В Helldivers 2 нагрянул содержательный апдейт. В игру добавили метели и песчаные бури, максимальный уровень увеличили до 150, а некоторые задания были переработаны, где-то подвинули спавны врагов, где-то добавили больше целей, изменения постигли несколько пушек, ряд противников, средняя и тяжелая броня стали защищать на 5-10% лучше, и наконец был ликвидирован ворох багов. А вот снежки разрабы так и не пофиксили. Подробнее читайте в новости по ссылке. Благодаря усилиям энтузиаста в Armored Core 6 появилась возможность играть вместе с друзьями в кооперативе. Модификация так и называется Armored Core 6 Co-op Mod. Он позволяет пригласить в команду до 5 игроков через лобби в специальном меню внутри игры. Пройти можно все миссии, кроме Ice Worm, в которую закрался критический баг, но его обещают скоро устранить. Сложность сражений масштабируется по количеству игроков. Выражается это в увеличении очков здоровья и брони у противников. Если кого-то из членов команды уничтожат, он уйдет в режим наблюдателя и вернется в игру по достижению выжившими следующего чекпоинта. Кроме того, мод добавляет механику вторжений для PvP, но если не хотите, чтобы вторженцы мешали вам с друзьями наслаждаться спокойным коопом, эту функцию можно отключить. Альфа-версия мода доступна на Nexus Mods.
Симуляторов в жизни много не бывает. Студия Ania Games анонсировала Pathless Woods. Симулятор этот, впрочем, не совсем обычный. Он призван познакомить игроков с богатым культурным и архитектурным наследием древнего Китая. Здесь вы сможете возвести дом мечты, начиная с деревянной лачуги и заканчивая целым богатым особняком. Попутно необходимо полоть огород, подкидывать растущим овощам свежего навозца, поливать их, затем собирать, готовить и кушать. Но помимо этого можно исследовать локации, болтать с NPC, сражаться с сектантами, положившими глаз на ваш кабачок. И все это дело проходит как в одиночном режиме, так и в кооперативе до 4 персон. Pathless Woods выйдет уже сегодня в раннем доступе Steam, но без перевода на русский. Помните анонс картинга по мотивам Bloodborne? Многие посчитали его шуткой, но игра-то действительно пошла в разработку. Но, к сожалению, Bloodborne карт мы не увидим. Зато увидим Nightmare карт. Просто Sony внезапно всполошилась и растолкала свою адвокатскую братью. Благо название оперативно сменили, и игра таки выйдет 31 мая в Steam. Нас ждет 20 водителей, 16 трасс, режим кампании с боссами и режим противостояния. В рамках выставки GDC студия Piranha Games озвучила подробности MechWarrior 5 Clans. На этот раз нас ждет линейная игра с классической боевой системой, которую сделали более дружелюбной, и возможностью играть в кооперативе до 5 человек. В основе Clans лежит плотная сюжетная кампания с повествовательной частью, диалогами и без процедурной генерации из Mercenaries. Обещают разнообразные планеты с детально проработанными биомами, прокачку и кастомизацию меха и возможность управлять напарниками как напрямую, так и через тактический экран или радиальное меню команд. Разрабатывается игра на Unreal Engine 5. MechWarrior 5 Clans должна выйти в течение 2024 на ПК, PS5 и Xbox Series. Анонсирован симулятор работника в японском продуктовом магазинчике Inconbini One Store Many Stories. Примерив на себя роль студентки, мы должны будем помочь тете управлять бизнесом, расставлять продукты по местам, а также запоминать привычки постоянных покупателей. Каждый из элементов профессии упакован в качестве мини-игры. Ламповую атмосферу азиатского магазинчика из 90-х поддерживают ASMR звуки. История нелинейна и будет зависеть от развития диалогов с клиентами. Inconbini One Store Many Stories выйдет на ПК, пятой плойке, Xbox Series и Nintendo Switch в начале следующего года. И на этом у меня сегодня все. Больше новостей читайте на нашем сайте, и там же вас дожидается текстовый обзор симулятора фермера Palia за авторством Джуби. Хорошего дня!